точная верхняя и точная нижняя граница, которые мы дали, не очень удобно для использования в доказательствах различных свойств, потому что мы его дали в словесном виде, да? Наименьшая из верхних границ. Как это в виде формулы записать? Как это в виде обозначений, использующих там кванторы и так далее? Для того, чтобы в дальнейшем мы могли записывать определение точной верхней или точной нижней границы в виде формул, нам придется переформулировать. Значит, эквивалентное определение, давайте точная верхняя граница. Естественно, ожидать, что оно будет состоять из двух частей. Потому что точная верхняя граница — это с одной стороны какая-то верхняя граница, а с другой стороны это вот именно особая верхняя граница, то есть самая маленькая. То, что это верхняя граница, это легко определить. Это будет первая часть. Ну давайте, значит, это нам уже не нужно. Итак, у нас есть множество x, не пустое, ограниченное сверху. Я хочу определить, что такое супремум x. Ну, давайте я в данном случае какую-нибудь буковку s использую. S. Вещественное число. S называется точной верхней границей множества x, если выполняется два условия. Первое. Ну, это просто какая-то верхняя граница. Это означает, что для любого x из множества x что выполняется? X меньше или равен s. S мало. Правильно? Это обязательно уже потребуется. А вот теперь более интересная вещь. Как же нам в виде формулы, возможно содержащей кванторы, записать, что это наименьшее? Слово мин использовать не имеет смысла, потому что это не решит наших проблем. Я хочу без этого обойтись. Как сказать, что это наименьшее? Мы знаем, кстати, что она обязательно существует, это наименьшая верхняя граница. Вот как это записать? Это означает, что если мы даже чуть-чуть уменьшим эту s, то это уже не будет верхняя граница. Правильно? Вот надо за это ухватиться. Стоит нам хоть немножко уменьшить s, как то, что получится, s минус там что-то маленькое, уже верхней границы не будет. Причем как бы мы ни уменьшали, на какую минимальнейшую величину. Раз у нас есть произвол в том, как уменьшать, мы начнем с квантора всеобщности. И вот тут мы первый раз встречаемся с греческой буквой эпсилон, которая перед экзаменом вам будет сниться. Кошмар. Вот. Так что лучше сразу с ней познакомьтесь и не пугайтесь. Для любого эпсилон больше нуля она может быть очень маленькая. Одна там 100-тысячная, вы скажете, что это за маленькая, да? Одна там квадриллионная. Неограниченно, так? То есть вот какое громадное число возьмите, потом единичку на него поделите, будет он эпсилон. Я хочу здесь записать, что величина s минус эпсилон не будет верхней границы. Как это записать? Мы же это обсуждали, помните? Вот не будет она верхней границы. Что это означает? Квантор еще один нужен обязательно. Какой? Существует какой-то x из нашего множества. Это очень можно написать. Такой, что x будет строго больше s минус эпсилон.
Вот это уже означает, что s минус эпсилон никак не может быть верхней границей. На самом деле, видите, x мы выбираем по эпсилону. Если мы возьмем другой эпсилон, может быть, старый x нам уже не подойдет, но обязательно мы найдем какой-то другой. Чтобы это подчеркнуть, иногда еще тут индекс эпсилон пишут. Я это писать не буду в дальнейшем, ну вот один раз можно написать. То есть вот s малая и вообще любая верхняя граница, она выбирается сразу для всех x. Да? А вот тут мы выбираем x, зависящий от эпсилон. Если эпсилон поменяется, то x тоже, возможно, придется уметь. Но обязательно мы подходящий x найдем. Ну вот. Вот это, видите, это означает, что у нас верхняя граница, а это, что у нас это точная верхняя граница. Ну, доказывать, что это эквивалентно исходному определению, не имеет смысла, это и так понятно. Да? Но здесь, видите, никаких слов, минимум, максимум нет. Здесь просто квантор и неравенство. И неравенство. Хорошо. Совершенно логично можно определить точную нижнюю границу. Определим или сами сделаем? Значит, в этом случае S есть супремум x. Вот так мы ее обозначаем. Инфимум. Ладно, давайте дадим определение. Значит, x ограничено снизу. Буква S имеет один такой недостаток, нехороший. Маленькая буква S и большая, они неотличимы. По крайней мере, трудно их отличать. Но с другой стороны, я могу букву I взять, в данном случае, как первая буква слова инфимум. Вещественное число. Значит, инфимум. Что мы первое требуем? Первое мы требуем, чтобы для любого x из нашего множества x был больше или равен i. Правильно? Правильно? Это просто означает, что и какая-то нижняя граница. Ну и второе, что это точная, то есть самая большая. Я беру эпсилон, производная, по-прежнему положительная, конечно же, да? И рассматриваю вот такое, немножко увеличиваю наше i. Немножко еще перемещаюсь на вещественной оси вправо. И вот это уже не может быть нижней границей. Существует такой x из x большого, что x, видите, x будет строго меньше, чем i плюс x. Вот это означает, что i является инфимумом x. I является инфимумом. Ну, кстати, было бы полезно еще какую-нибудь картинку нарисовать. Да? Вот у нас множество x. Давайте сразу оно будет ограничено сверху и снизу. Вот какая-то верхняя граница. Нас она не интересует. Мы хотим точную получить. Вот здесь, видимо, будет точная верхняя граница. Стоит нам немножко отойти вправо, вот тут оказаться, как у нас уже появится какой-то элемент, который окажется больше, чем s минус эпсилон. Ну, также и здесь. Вот это у нас нижняя граница. Стоит нам немножко отойти вправо, тут надо было сказать влево, конечно, отойти вправо, как уже вот это i плюс эпсилон уже не будет вообще границей нижней. Никакой. Не будет она нижней границей. Ну и, собственно, то, что я нарисовал, это очень похоже на интервал. Предположим, множество x это есть интервал от а до b. Это, очевидно, ограниченное множество. Ну, будем считать, что а меньше, конечно же, или равно b, или просто меньше b. Значит, вот это у нас а, это у нас b. А концы этого отрезка не включаются. Интервал. Совершенно очевидно, что это ограниченное множество. Его супремумом
супремум интервала АБ является что? Верхняя граница B. Инфимумом интервала B является А. То, что B это верхняя граница, очевидно, потому что любая точка, как мы определяли интервал, это такие иксы, которые строго больше А и строго меньше А. Значит, любые иксы меньше А. Как доказать, что это точная верхняя граница? Вот возьму я B минус эпсилон. Да? Вот где-нибудь здесь. B минус эпсилон. Как мне найти вот, и предъявить эту точку X? В качестве этой точки я могу взять, например, вот что. Я могу взять X равное B минус эпсилон пополам. Да? Вот. Эпсилон пополам это в половину меньший промежуток, да? То есть он находится здесь. С одной стороны, поскольку это все-таки меньше, чем B, эпсилон всегда больше нуля. Мы видим, что X принадлежит интервалу. А с другой стороны, очевидно, он будет больше, чем B минус эпсилон. Точнее, не X, конечно, больше, а B минус эпсилон пополам. Ну, хотя это то же самое, да? Это то же самое. Вот если взять X равное B минус эпсилон пополам, это понятно почему, да? Если b убрать, получается минус эпсилон пополам больше минус эпсилон. Если умножить на минус 1, знак поменяется. Получается эпсилон пополам меньше эпсилон, ну, а с этим вы спорить не будете, да? Что любое положительное число больше, чем половина этого числа. Так что это тоже выполняется. Ну вот мы только что доказали строго по определению, вот этому уже в виде формулы, что точная верхняя граница интервала является его правой границей. И если я рассмотрю сегмент, ничего не изменится. Тут даже еще проще будет. Ну не то, что проще, на самом деле почти то же самое. Мы видим такую интересную вещь, что в некоторых случаях точные границы являются элементами данного множества, входят в данное множество, как здесь, а в некоторых не входят, Вот классический пример ситуации, когда верхняя граница множества не принадлежит самому множеству, это интервал. Характеристику множества тоже можно как-то определить. Давайте определим. Пусть x не пустое, ограниченное сверху множество. Пусть x не пустое, ограниченное сверху множество. Говорят, что множество x содержит максимальный элемент. Пусть x не пустое, ограниченное сверху множество. Говорят, что множество x содержит максимальный элемент или имеет максимальный элемент. Если супремум x принадлежит множеству x. Если супремум x принадлежит множеству x. Ну, этот супремум как раз в этом случае и называется максимальным элементом. Если супремум принадлежит множеству x, то он еще называется максимальным элементом. Ну, обозначается, естественно, макс от x. Видите, интервал не содержит максимального элемента. А вот, скажем, полуинтервал, включающий правую границу, он
содержит максимальный элемент, и он равняется b, этот максимальный элемент, потому что b входит в полный интервал. Но он не содержит минимального. Ну, конечно же, давайте напишем так. Аналогично определяется минимальный элемент. Сами определите аккуратно, что это значит. Обозначение, естественно, не имеется. Можно просто написать, если inf x принадлежит x, то он называется минимальным? Можно? Он называется минимальным, и получается, что в этом случае множество содержит минимальный элемент. Можно ли привести или описать какой-то класс множеств, которые гарантированно содержат максимальный элемент? Вот видите, такое сегмент, понятно, содержит. А вот еще какие-то множества, которые гарантированно содержат максимальный элемент. Если вот немножко подумать, то легко сообразить, что любое конечное множество содержит максимальный и минимальный заработок. Почему? Потому что если это множество конечное, то мы можем к нему применить стандартный алгоритм поиска максимального элемента, и за конечное число шагов мы этот алгоритм выполним и найдем самое большое число. Ну и очевидно, оно будет одновременно и супремумом этого множества. Да? Если множество бесконечное, то мы не можем алгоритм применить, потому что нам бы пришлось выполнять бесконечное количество сравнений, то есть бесконечное количество шагов. Хотя, с другой стороны, не означает это, что если оно бесконечно, то не будет максимально. Вот, пожалуйста, сегмент — это бесконечное множество, но оно содержит. Но вот если уже оно конечное, то оно, во-первых, обязательно ограниченное, и, во-вторых, оно, конечно, содержит минимальное и максимальное значение. Еще можно привести один класс множеств, который обязательно содержит минимальное и максимальное значение. Это немножко будет похитрее доказать. Ну, давайте это сделаем. Значит, теорема такая небольшая теорема. Если множество содержит целые числа, скажем так, только целые числа, и ограничено сверху, то оно имеет максимальный элемент. Мы, как я сказал, предполагаем, что множество наше множим v, это правильно, но в данном случае нам же никто не мешает рассмотреть только такие множества, элементы которых являются целыми. Целое, в конце концов, это частный случай вещественного числа. Если множество содержит только целые числа и ограничено сверху, то оно имеет максимальный элемент. Минимального, кстати, может не иметь, да, если мы только требуем, чтобы оно было ограничено сверху. Значит, что дано? X какое-то множество, ну и пустое, конечно. И все элементы нашего x можно так написать. X вложено в множество целых чисел. И x ограничено сверху. Тогда существует максимальный элемент x. Ну, естественно, тоже целое число. Так? Целое число. Доказывается просто. Доказать. Значит, мы знаем, что x ограничено сверху. Тогда для него обязательно существует точная верхняя граница. X ограничено сверху. Следовательно, существует, давайте я букву S обозначу, супремум x. Я не утверждаю, что S является целым числом. Мы этого не доказываем. Но какое-то число, вообще говоря, вещественное, есть. Это что означает? Это, во-первых, означает,
означает, что для любых иксов из нашего x будет меньше или равно s. Это по первой части определения точности. А вот для второй части определения я выберу эпсилон специальным образом. Видите, я могу брать какой угодно эпсилон. Я возьму эпсилон равным единице. Для эпсилон равного единице имею право, это положительное число. Здесь только требуется, чтобы это было положительное. Найдется. Давайте я обозначу x0 для большей наглядности. Может быть было бы лучше даже x1 написать, как раз индекс соответствующий эпсилон. Да? Принадлежащий x такой, что выполняется? x0 будет больше s минус 1. Я утверждаю, что x0 как раз и будет максимальным элементом нашего модуля. x0 максимальный элемент. Давайте это докажем. Ну, во-первых, видите, x0 принадлежит x, да? Значит, это, во-первых, целое число, и, во-вторых, как и для всех любых x из нашего x, x0 будет меньше или равен s. Да? Это выполняется. А вот это неравенство давайте мы преобразуем таким образом. Давайте мы минус единицу перебросим сюда. Что получается? x0 плюс 1 будет больше, чем s. Значит, если мы x0 хотя бы на единичку увеличим, что у нас получится? Мы вылезем за границу s. Вот у нас будет. Вот где-то здесь у нас x0, а вот тут уже x0 плюс 1. А ведь s это наша верхняя граница. Значит, если этот элемент больше, чем верхняя граница, то он уже нашему множеству принадлежать не может. Значит, x плюс 1, следовательно, x0 плюс 1 не принадлежит x. Ну и то же самое верно для x плюс 2, x плюс 3, для всех остальных целых чисел, которые больше x0. Значит, x0 принадлежит нашему множеству, а все, которые больше, не принадлежат. Ну что максимально? На самом деле, конечно, именно он и будет супремом. Именно он и будет супремом. То есть, супремом мы всегда можем сместить, чтобы он оказался равным именно числу x0. Между x0 и x плюс 1 никаких элементов x быть не может, потому что по условию в x входит только целое число. Ну, попытайтесь разобраться с этим простым доказательством. Парная теорема. Множество целых чисел, ограниченное снизу, имеет минимальный элемент. x0 максимальный элемент. Это есть максимальный элемент x. Максимальный элемент x. Ну вот. Примеры мы рассмотрели. Теперь давайте вот еще о чем поговорим. Если у нас множество являются числовыми, то мы можем для них определить операции сложения или умножения на число, поскольку эти операции определены для элементов этих множеств. Давайте это сделаем и посмотрим, что можно сказать об ограниченности вот таких вот операций, результатов таких операций для множеств. Значит,
Мне определение, конечно, будет нужно, я его стирать не буду, все остальное можно слить. Можно такой заголовок: операции над числовыми множествами. Операции над числовыми множествами. Мы ведем две операции. Пусть у нас x и y множества числовые и не пустые. Писать не буду, вы можете ответить. Не пустые числовые множества. Ну вот, я хочу определить множество, являющееся суммой множеств x и y. Ну вот как с вашей точки зрения это можно сделать наиболее естественным образом? Что такое сумма множеств? Мы знаем, что такое объединение, мы знаем, что такое пересечение. Для этого не требуется, чтобы множества были числовыми, да? А я хочу именно вот учесть, что это у нас числа. Все-таки объединение это немножко не то. Пересечение, понятно, тоже. Это что ж получается, что если у меня x состоит из элементов 1, 2, а y из элементов 3, 4, то если взять пересечение, ну что будет? Пустая сумма, что ли? Как-то это нелогично. Хотя, может, с какой-то точки зрения логично, но нам это не подходит. Еще что можно придумать? Сумма, да. Мы берем всевозможные пары элементов, один элемент из x, второй из y, и складываем. И говорим, что вот это будет какой-то элемент суммы. И когда мы все возможные комбинации переберем, мы получим все множество. Как это записать? По определению, да, мы так определяем. Это всевозможные суммы x малая плюс y малая, естественно, принадлежащие f, такие, что x принадлежит x большому, y принадлежит y большому. Вот так можно это определить. Всевозможные комбинации. Вот здесь что у нас будет? X плюс y. 1 плюс 3 это 4. 1 плюс 4 это 5. 2 плюс 3 это 5. Второй раз писать не будем. 2 плюс 4 это 6. Вот сумма определяется таким образом. И определю еще одну операцию, еще более простую. Произведение множества на число. Ну, скажем, альфа x. Альфа это какое-то вещественное число. Я использую греческую букву просто, чтобы подчеркнуть, что это какое-то особое число. Часто так делают. Мы еще можем лямбда использовать, тоже хорошая греческая буква. Значит, альфа это вещественное число, x это множество числовое. Ну, это всевозможные элементы альфа x, вещественные, такие, что x входит в это большое. То есть умножаем все элементы множества на альфа и получаем множество альфа x. Вроде все понятно. У таких операций для множеств есть интересные свойства. Не все свойства арифметических операций для чисел переносятся на арифметические операции для множеств. Вот самый такой занятный пример. Вот я возьму x, прибавлю к нему x. Верно ли, что это будет равно 2x? Ну, если бы это было равно, я бы так долго не говорил, да, что тут какие-то странные вещи возникают. Нет, это действительно не равно. Иногда, конечно, может быть и равно, вот, но не всегда. Простой пример. Собственно говоря, вот 1, 2 и 1, 2. 1, 2 и 1, 2. Сумма. Сумма будет 2, 3 и 4, да? Это x плюс x, если это x. А произведение на 2, это будет просто 2 и 4, тройки не будет. И тройка получается как результат сложения двух разных элементов одного и того же множества. А когда мы умножаем, мы всегда удваиваем один и тот же элемент.
находим сумму одного и того же элемента. Ну вот так. И вот, введя эти операции, мы исследуем их свойства, связанные с ограниченностью. Пусть у нас теперь, собственно говоря, это уже можно видеть теорему. Теорема. Пусть x, y какие-то числовые множества, и пусть они, не пустые, конечно, ограничены сверху. Тогда сумма x плюс y тоже ограничена сверху. И самое главное, самое красивое, что оказывается, можно очень легко посчитать ее точную верхнюю границу. И выполняется такая формула. Супремум x плюс y в точности равняется супремуму x плюс супремум y. Давайте докажем. Ну, собственно, если мы докажем эту формулу, то из нее уже будет следовать, что x плюс y ограничено сверху, раз у него есть супремум, куда ему деваться. Да? Давайте для краткости вот интересующее нас значение супремум x плюс y обозначим через s. S это супремум x плюс y. Мы хотим доказать, что такое S существует, да, прежде всего. Что множество ограничено сверху. Это самое пока что главное. Значит, что нужно доказать? Когда мы доказываем какую-то теорему, полезно сразу записать, что мы хотим доказать, и потом уже пытаться это доказывать. Особенно если тот факт, который мы хотим доказать, он состоит из нескольких утверждений. Вот, например, чтобы доказать, что какое-то число является супремом, надо проверить два факта. Вот это и это. Да? Вот давайте проверим первый из них. Я хочу доказать, что для любого, давайте я обозначу z, для любого z из суммы x плюс y выполняется z меньше или равен s. Ну, кстати, это сразу нам докажет, что множество x плюс y является ограниченным сверху. Как это доказать? А что мы знаем, кстати? А мы знаем, что ограничены сверху исходные множества x и y. Что это означает? Это означает, что для любого x из множества x этот x меньше или равен супремума x. Согласны? Это вот из первой части определения супремума. И для любого y из y этот y меньше или равен супремуму y. Так? Это мы знаем, этим мы можем пользоваться. А теперь давайте вспомним, а что же такое z? Да? Если z принадлежит сумме, то это означает, что обязательно найдутся такие x из x и y из y, что z равняется x плюс y. Любой элемент суммы – это сумма каких-то элементов из наших исходных множеств. Так вот, я по нашему z выберу эти числа. Теперь я для этих чисел воспользуюсь вот этими двумя неравенствами и просто их почленно сложу. Имею право.
их сложу и получу такое неравенство. Смотрите. X плюс y меньше или равно супремум x плюс супремум y. Это у нас z. Z малое. А это у нас s. То, что мы... Ой, извините, это я вру, это у нас не s. Это у нас не s. Это у нас не s. И, кстати сказать, вот тут я просто доказал, что знаете что, давайте-ка я в качестве s запишу, ну давайте исправим, супремум x плюс супремум y. Вот это гораздо лучше. Вот тогда это у нас получается s, да? И вот как раз я только что доказал, что эта сумма, по крайней мере, удовлетворяет первой части определения супремума. Да? Попутно я уже доказал, что наше множество x плюс y ограничено сверху. Самое интересное, надеюсь, я успею это доказать, это доказывается второй части. Я пока доказал, что вот это выражение является верхней границей. Это есть верхняя граница. Правильно? Какое бы я z не взял, оно меньше или равно s. Осталось доказать, что это точно верхняя граница. Давайте опять запишем, что нам нужно доказать в этом случае. Это я сотру, потому что нам уже это не потребуется. Вторая часть доказательства. Надо доказать, что для любого эпсилон большего нуля найдется такой z, такой элемент z из нашего множества x плюс y, что этот z будет больше, чем s минус эпсилон. Вот если я смогу для любого эпсилона предъявить такой z, то я полностью докажу теорему. Я покажу, что s это в точности точная верхняя граница. А чем я могу пользоваться? А могу я пользоваться тем, что у нас есть супремум x и супремум y по отдельности, для них выполняются все условия для супремума. Здесь я писал первую часть условий. Теперь давайте я напишу вторую. Я даже не буду стирать. Первую часть, хотя она уже мне не будет нужна. Для любого эпсилона найдется такой особый элемент x из x большого, что x будет больше, чем супремум x минус эпсилон. Правильно? Раз. И для этого же эпсилон неплохо написать, что это больше нуля. Для этого же эпсилон найдется такой y из y, что y будет больше супремума y минус эпсилон. Мне хочется теперь эти два неравенства сложить. Но если я их прямо сейчас сложу, то будет не очень красиво, потому что появится эпсилон удвоенный. Но ведь у меня-то это для любого эпсилона справедливо, да? Для любого положительного эпсилона. Кто мне мешает взять в качестве эпсилона половинку? Вот тут я взял какое-то число, скажем, там, 1/1000. А потом поделил на 2. 1/2000. Если я возьму эпсилон равный эпсилон пополам, то все будет справедливо по-прежнему. Может быть, какие-то другие иксы появятся, но они обязательно будут. Так что я вполне могу здесь в качестве добавки взять не эпсилон, а эпсилон пополам. Я просто здесь выбираю немножко другой эпсилон. Я имею право это сделать, лишь бы эпсилоны были положительные. А теперь, смотрите, я взял эпсилон. По нему я подобрал x. По нему я подобрал y.
обозначу z, вот этот z особый. Давайте мы, может быть, для большей наглядности тут нолики напишем, как мы раньше уже делали, да? Это вот именно какие-то особые значения, которые от эпсилона зависят. И вот и тут тоже z нолика напишу. Так вот, в качестве z нулевого я возьму как раз x0 плюс y0. Во-первых, этот элемент, конечно же, принадлежит сумме. Конечно же, принадлежит сумме. А во-вторых, давайте посмотрим, что для него выполняется. Давайте почленно сложим эти два неравенства. Слева получается x0 плюс y0. Строго больше супремум x плюс супремум y минус эпсилон. Ну а теперь смотрим. Это, как я сказал, z0. А это s. То, что мы обозначили через s. Мы выяснили, что для вот этого числа выполняются оба условия из определения супремума. Таким образом, это число s и является супремумом множества x плюс y. Что и требовалось доказать. Это очень полезная теорема, даже не сама по себе, а вот тот способ, которым мы ее доказываем. Да? Мы записывали, что нам требуется доказать, используя определение супремума. Затем мы записывали, что нам известно, тоже используя определение супремума. Ну и комбинировали то, что нам известно, чтобы получить то, что мы хотим доказать. Ну и последнее. Вот можете сами записать аналогичную теорему для инфимума суммы ограниченных снизу множеств. Ну, собственно, я, наверное, сколько напишу. Инфимум x плюс y есть инфимум x плюс инфимум y. Если x и y ограничены снизу, то сумма x плюс y тоже ограничена снизу и выполняется вот такое соотношение. Ну и еще, значит, подумайте, что можно сказать о супремумах альфа x и об инфимумах альфа x, если известно, что x ограничен или сверху, или снизу. Да? Вот подумайте. На самом деле здесь можно сформулировать 4 разных факта. Вот подумайте, почему 4, ну и попытайтесь доказать хотя бы какой-нибудь из них. На сегодня все.